То, что пережили защитники и жители Ленинграда, практически невозможно передать словами. Гитлеровцы штурмовали город, методично разрушали его обстрелом тяжелой артиллерии, налетами авиации и подвергли жесточайшей блокаде. Однако ленинградцы выстояли. По разным подсчетам погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек. Особенно велики потери были среди мирных жителей. Тысячи людей погибли от снарядов и бомб, но еще больше от голода, истощения и холода. О подвигах жителей блокадного Ленинграда, которые ценой собственных жизней удерживали и не сдавали город врагу, известно всем, и этого никогда не забудут. Менее известна деятельность персон, которые наживались на смертях своих сограждан, делая в голодающем городе целые состояния. Об этих мерзавцах, покрывших себя несмываемым позором, тоже забывать не стоит. Всего через 3 дня после начала войны в поле зрения ОБХСС попали некие сестры Антиповы, одна из которых работала шеф-поваром в столовой, а вторая заведовала магазином галантерейных товаров. При задержании дома у сестер нашли около 100 килограммов муки, столько же сахара, консервы, масла, 100 килограмм мыла и полный ассортимент галантерейного магазина. В самый тяжелый период блокады жителям Ленинграда выдавали в сутки всего 125 грамм хлеба. И это был далеко не тот хлеб, к которому мы привыкли. В тот нелегкий период в хлеб добавляли жмых, целлюлозу, отруби и соду. Причем этих компонентов иногда бывало больше, чем настоящей муки. Несмотря на это, хлеб ценился дороже золота. Ведь это была жизнь, а продуктов в окруженном врагом городе было катастрофически мало. С первых дней блокады в Ленинграде выстроились очереди в военкоматы из желающих отправиться на фронт. Не меньшие толпы несчастных граждан штурмовали продуктовые магазины, стремясь сделать запасы продовольствия и других товаров первой необходимости. С полок сметали абсолютно все. Но кто-то делал запасы, чтобы выжить, а кто-то для того, чтобы сделать на дефиците легкие деньги. Очень скоро магазины опустели, и их витрины были заколочены. После этого в блокадном Ленинграде перестал ходить общественный транспорт и работать уличное освещение, а потом и вовсе пропало электричество. Одновременно с этим, как грибы после дождя, начали появляться точки, где людям предлагали обменять ценные вещи на продукты питания. Дельцы, в руках которых оказались сосредоточены внушительные запасы еды, обменивали стакан риса, булку хлеба или небольшой мешочек муки на золотые украшения, меховые шубы и картины известных художников. Иногда продавали и за деньги, по астрономическим ценам. Но такие сделки были не очень популярны, так как потратить наличные в блокадном городе было практически негде. Само собой разумеется, что устанавливать заоблачные цены спекулянты не стеснялись. Они прекрасно знали, что в состоянии перманентного голода человек готов отдать за кусок хлеба все. Так цена килограмма хлеба на черном рынке в разные периоды варьировалась от 400 до 1200 рублей. При официальной стоимости 1 рубль 90 копеек. Для сравнения, средняя зарплата в городе составляла около 400 рублей в месяц. При этом хлеб был самым ходовым товаром. Одна из жительниц осажденного города вспоминала, как обменяла золотые часы на кусок масла величиной с орех. После того, как в городе съели всех собак и кошек, мясные консервы считались невиданной роскошью, и не каждый спекулянт согласился бы обменять их даже на золотое кольцо. Вместе с тем никто не гарантировал качество купленной еды, пусть даже и за такую цену. Даже технические масла нещадно разбавляли водой, а вместо консервов могли продать закатанный в банку песок. В руках предприимчивых торгашей оказались сосредоточены большие материальные ценности. Их новые владельцы не слишком надеялись на то, что город освободят, и он снова станет советским. Их больше устраивал вариант сдачи Ленинграда немецким оккупантам. При захвате города нацистами все эти золотые браслеты и цепочки, пейзажи и скульптуры, манто и граммофоны приобретут настоящий смысл и позволят жить припеваючи, думали они.
Правоохранительные органы, несмотря на серьезную загруженность, не забывали про этих дельцов и как могли с ними боролись. В результате рейдов обнаруживались десятки точек, где производился обмен вещей на продукты, и выявлялись квартиры, набитые до потолка ценным имуществом. Вот, например, история некоего Долевского, заведующего продуктовым ларьком. Это торговое место было очень прибыльным для спекулянта. Он ходил на толкучку, чтобы найти потенциального покупателя на продукты. Затем отправлялся с предложением к нему домой. Причем торговался Долевский до последней копейки. Его коммунальная комната напоминала антикварную лавку. Ковры, хрусталь, фарфор, драгоценности и так далее. Когда им заинтересовались соответствующие органы, стало понятно, что купца больше интересует валюта. Ревизия в его ларьке нарушений не выявила. Поэтому Долевский, решив, что проверка плановая, продолжил свою деятельность. Но через какое-то время, когда в ларьке накопилось около 100 килограмм продуктов, проверка нагрянула снова. И тут барыгу взяли. Отпираться он не стал. Имущество, изъятое у него, было оценено в 300 тысяч рублей. И это не считая продуктов. Дальнейшую судьбу Долевского, я думаю, можно не описывать. С началом блокады в городе на Неве ввели карточную систему распределения продуктов. В типографиях, печатавших карточки, работали в основном порядочные и проверенные люди. Но, увы, были и исключения. Два нечистых на руку ленинградца, Зинкевич и Заломаев, нашли выход на уборщицу предприятия, печатавшего продуктовые карточки. Эта женщина в обмен на продукты передавала преступникам обрезки бумаги и литеры, а те изготавливали на дому фальшивки. По фальшивым карточкам злоумышленники получали хлеб и другие продукты, которые затем обменивали на ценности у голодающих ленинградцев. В преступную схему были вовлечены 14 человек, которые жили в блокадном городе припеваючи. Подпольная типография просуществовала 3 месяца. Но в итоге Зинкевич с Заломаевым попались и после короткого суда были расстреляны. А их подельники получили большие тюремные сроки. Еще одна совершенно бесчеловечная махинация была выявлена в 1943 году, когда арестовали продавщицу продуктового магазина, которая 1,5 года, отоваривая голодных людей, вырезала у них лишние талоны. Люди замечали это, но уже придя домой. Поэтому доказать факт мошенничества было невозможно. Были и более сложные схемы обогащения на чужом горе. Хорошо известно дело некоего Семена Каждана, работавшего в одной из ленинградских организаций снабженцем. По долгу службы этот человек часто выезжал в Среднюю Азию, где получал продукты и доставлял их к месту переправки в Ленинград в отдельном товарном вагоне. В Ташкенте Семен познакомился с другим снабженцем по фамилии Бурлака, который занимался поставками риса и сухофруктов из Афганистана. В каждой партии продуктов, пересекавшей СССР, были несколько неучтенных мешков, адресованных Бурлаке. Воспользовавшись возможностями Каждана, махинаторы наладили переправку мешков с рисом в голодающий город. В Ленинграде афганский рис реализовывали через несколько точек, самой крупной из которых было фотоателье Якова Финкеля, расположенное в центре города. Получая сверхприбыли, негодяи совсем потеряли бдительность. Необычное оживление, царящее у фотоателье, привлекло внимание органов, и деятельностью Финкеля заинтересовались. Появление в Ленинграде необычного белого риса было замечено давно, и правоохранители как раз искали его продавцов. Обыск в квартирах у Финкеля и Каждана продолжался несколько дней. Деньги и драгоценности выковыривали из-под плинтусов, находили в матрасах и прочих тайниках, расположенных в квартирах преступников. Только наличными у них было обнаружено порядка 700 тысяч рублей и 360 тысяч долларов США, о чем свидетельствуют материалы дела. И когда разыскали всех сообщников Каждана, включая и предприимчивого азиатского поставщика Бурлаку, в руки органов безопасности попало около 3,5 килограммов золотых изделий и 1,5 миллиона рублей. Не лишне принять во внимание, что в то время выпуск одного танка Т-34 обходился в 100 тысяч рублей. Всех членов преступной группы расстреляли сразу же после вынесения приговора.
Размах деятельности негодяев, паразитирующих на теле голодного Ленинграда, впечатляет. За годы блокады правоохранители изъяли 24 миллиона рублей наличными, золотых изделий, слитков и часов на 37 миллионов рублей, а также бесчисленное множество произведений искусств, старинных книг и других предметов, представляющих культурную и историческую ценность. В то тяжелое время танк БТ-2 стоил 66 830 рублей. Поэтому несложно догадаться, почему большинство бизнесменов были расстреляны. Подпольные миллионеры появились в годы войны не только в Ленинграде, но и в других городах страны. Некоторые из них избежали разоблачения и умерли своей смертью на грудах несметных богатств, которым так и не смогли найти применение. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч!